Приветствую всех на своем канале. Сегодня рассмотрим, какая бывает запорная арматура смывного бачка, какие у нее бывают неисправности, как их устранить и самое главное, как отрегулировать запорную арматуру. Существует два вида арматуры. Это кнопочная с нажатием кнопки и та, что уходит в прошлое, это дерни за рычажок. Ее мы рассматривать не буду, скажу только одно. Принцип регулировки ее такой же, как и кнопочной. Есть одно отличие. Отличие касается самого бачка, то есть крышки смывного бачка. Вот эта крышка смывного бачка под арматуру данного типа, дерни за рычажок вверх, она не подойдет под кнопочную арматуру. Из-за чего? А из-за того, что отверстие, которое находится в самой крышке, оно намного меньше диаметра самой кнопки. То есть кнопка не станет. Вот, все. Она должна утопиться до конца. Под эту кнопку пойдет крышка, специально сделанная под кнопочную арматуру. Вот, пожалуйста, вот с таким большим отверстием. Здесь кнопка спокойно становится. Чтобы было наглядно, покажу, чтобы было визуально видно. Вот только такое отличие. Сам крепеж арматуры, что кнопочной, что вот этой вот рычажной, одинаковый. Имеется в виду крепеж к смывному бачку. Теперь вот эту арматуру я откладываю в сторону и будем рассматривать кнопочную арматуру. Если, к примеру, взять смывной бачок, то существует подача воды в этот бачок. Есть боковая, есть с нижней подачи, то есть со дна. Для боковой подачи воды существует клапан, соответствующий этой подаче. Вот так вот он устанавливается. Для нижней подачи с нижним отверстием внутри устанавливается вот так вот клапан. То есть они имеют различия. Это тоже надо иметь в виду. Вот наглядно показываю клапан с нижней подачей, а вот этот с боковой. Я думаю, разница видна. Переходим дальше. Давайте я покажу, как закрепить арматуру к бачку, как прикрутить сам бачок к унитазу, а потом мы перейдем к регулировке кнопочной арматуры. Чуть подвину. Могу использовать вот эту вот новую арматуру. Давайте, она почище. Что мы можем сделать, когда мы видим вот такую арматуру? Просто вот так вот повернуть против часовой стрелки, и конструкция у нас разъединяется. Остается вот эта нижняя часть, седло, у нас в руках. Вот теперь вот это вот седло под клапан мы будем устанавливать на смывной бачок. Или в смывной бачок. Прокладка остается внутри. Вот такое отверстие здесь. Оно, кстати, подходит и как к рычажной арматуре, так и кнопочной. Засовываем снизу. И прижимаем гайкой. Ничего сложного, выполнит любой человек данное мероприятие. После этого, как мы потуже затянули эту гаечку, чтобы не было течи, на нее надо одеть резиновое кольцо. Вот такое. Это кольцо служит для того, чтобы не было протечки воды между бачком и унитазом. Одевается она тоже довольно-таки легко. Вот все. Кольцо у нас стоит.
Теперь в данное отверстие надо нам просунуть крепежные болты, чтобы закрепить данный бачок к унитазу. Вот что они из себя представляют. Болты на 6 и вот такие вот конусные резиновые прокладки тоже служат для того, чтобы исключить течь воды из-под этих болтов. Собирается вот в такой последовательности. Твердая шайбочка, потом резиновая, одевается туго, потому что она должна плотно облегать сам вот этот вот болт. И вот эти вот два барашка, которые снизу будут держать бачок и унитаз вместе. Просовываются вот эти два болта изнутри самого бачка. Вот в эти отверстия. И потом, когда я буду их затягивать гайкой, та резинка расплющится и будет герметично держать бачок, чтобы он не протекал. Вот. Вот этот вот конец болта просовывается через унитаз и вот так вот закручивается пластмассовым барашком. Вот, чтобы было понятно. Бывают здесь гайки металлические, но лучше, конечно, пластмассовые. Они не ржавеют. Ну вот, этот вопрос мы разобрали. Теперь сейчас мы переходим к регулировке. Вот я подготовился. Сейчас наша задача установить запорную арматуру так, чтобы кнопка стояла на крышке смывного бачка ровно. Вот так вот, без всяких зазоров и без всяких вот таких вот выпячиваний. Для этого мы пойдем от простого. Берем рулетку. Измеряем расстояние от дна бачка. Вот прямо непосредственно поставили на дно. И сейчас я установлю крышку. Крышка, конечно, не от этого бачка, но я ее использую для того, чтобы вам наглядно показать, как регулируется запорная арматура. Уперли в днище бачка и смотрим по самому верху крышки, какое у нас тут расстояние. Так, у меня здесь выходит 29,5. Еще раз повторю, от дна бачка до верха крышки 29,5. Запомнили это расстояние. Дальше в комплекте запорной арматуры всегда идет инструкция. Вот она. На обратной стороне вот она находится таблица. В этой таблице ищем наше расстояние. Я сказал 29 сантиметров 5 миллиметров. Это 295. Это где у нас? Вот. 295. Соответствует цифре 2. Это деление на шкале стойки. Берем запорную арматуру и ищем цифру 2. Вот она стойка, и вот они пошли деления. М, потом 1, 3, 5, 7. Между 1 и 3 тут понятно 2. И с обратной стороны. Как нам эту стойку поднять или опустить? Вот тут вот есть лепестки. Вот он лепесток с одной стороны, вот он с другой. Отжимаем его и вытягиваем или всовываем данную реечку. Тем самым мы можем отрегулировать по высоте. Еще надо будет отсоединить вот эту тягу регулировочную, чтобы она не мешала движению всей конструкции. Выставляем на цифру 2.
Потом вот здесь вот фиксируем вот эту рейку. И в принципе, согласно вот этой вот таблице, после того, как я установлю запорную арматуру в бачок, крышка и кнопка запорной арматуры будут вот так вот находиться на одном уровне. Сейчас я то же самое покажу, только применительно вот к этой арматуре. Это я сейчас отложу в сторонку. Нет, пока пока не буду, спешить не буду. На этой арматуре, вот она, планка вот с цифрами, с одной стороны и с другой. Как это работает? Палец и вперед нажимаем и тянем за рейку. Вот она выходит с одной стороны и с другой стороны. То же самое мы ее можем опустить. Очень удобно и хорошо, ровно выставляется. Давайте рассмотрим еще один способ регулировки запорной арматуры. Если, к примеру, нет инструкции по эксплуатации и нет самой таблицы, как нам выставить? Как мы помним, мы мерили от дна до крышки, у нас 29,5. Вспоминаем, вот эта гайка закручивается снаружи бачка. Прокладка находится внутри бачка. Значит, рулеткой отмеряем расстояние от этой прокладки и до кнопки. Здесь должно быть у нас тоже 29,5. Чтобы этого добиться, как я уже и говорил, вот этими зажимчиками подгоняем в размер запорную арматуру. Вот таким способом без таблицы можем также отрегулировать запорную арматуру. Ну а если у вас, конечно, нет и рулетки, то тогда придется регулировать саму арматуру методом проб и ошибок. Поставили арматуру в бачок, посмотрели, как установлена кнопка, и отсюда выбираем или пониже поставить запорную арматуру, или повыше. Переходим дальше. Какая регулировка нам еще необходима? Сейчас я это уберу, нам не надо. Переходим к переливу. Вот у нас трубка перелива. Здесь она, вот она. Тут, конечно, понятно, для чего нужен этот перелив. На этой арматуре, понятно, вот он. В случае, если клапан не перекроет воду, подающий воду, попала песчинка или сломался, то вода будет поступать в бачок. И чтобы мы не залили соседей, вода через перелив будет проходить и поступать в унитаз и уйдет в канализацию. Это вот как мера безопасности. Перелив устанавливается на высоте 45 мм от уровня воды. Как регулируется уровень воды? Если при боковом подключении, вот у меня есть клапана подачи воды боковые, разные конструкции, то минимальный уровень воды должен быть от отверстия 40 мм. Как этому добиться? Отсоединяем вот эту речку регулировочную. И принцип какой? Если зафиксировать поплавок в нижнем положении, то вода быстрее наберется, воды будет меньше, и вода быстрее перекроет клапан. То есть воды будет в бачке меньше. Чтобы воды было больше в бачке, надо клапан приподнять и зафиксировать его. Соответственно, воды здесь наберется больше, потом клапан поднимет вот эту регулировочную речку, и вода перекроется. Здесь регулируется поднятием или опусканием данного поплавка. То есть вот так вот, кто сильный, сгибанием или разгибанием данного вот металлического стержня.
При нижней подаче, соответственно, то же самое. Чем ниже поплавок, тем меньше воды будет. Чем выше поплавок, тем больше воды наберется в бачок. Так, с этим вопросом мы разобрались. Теперь как перелив отрегулировать, к примеру, если он не соответствует размерам. В некоторых моделях здесь есть гайка. Вот, пожалуйста. Вот мы ее откручиваем. Но она такая не по резьбе, а фиксируется. И вот можем вытаскивать, поднимать. Здесь вот прокладка находится. Тут понятно. Отрегулировали и вот так вот зафиксировали. В этом случае отсоединили тягу и поворотом вот этого фиксатора. Вот. Так, вот. И вот, как вы видите, вытаскивается больше-меньше. Ставим на нужный нам уровень и фиксируем. Все. Теперь идем дальше. Это мы зафиксировали перелив. Теперь нам надо отрегулировать величину открытия вот этого клапана спускного. Чем больше откроется клапан, тем больше будет отверстие и, соответственно, больше воды выльется в унитаз. Как это регулируется? Опустили клапан вниз при оцененной рейке. Потом делаем вот тут между рамкой и кнопкой небольшой зазорчик. И потом фиксируем регулировочную рейку. Если будет рейка упираться в корпус арматуры, обрезаем, чтобы она не мешала. Теперь смотрим, нажимаем на кнопку. Как мы видим, клапан открывается на весь свой полноценный ход. Вода будет очень сильно выходить в унитаз. Это, конечно, хорошо. Что я еще хочу сказать. Вот у нас, можно сказать, две одинаковые арматуры. Но здесь вот есть поплавок, а здесь нету. Для чего нужен вот этот вот поплавок? Эта конструкция, конечно, получше. После того, как мы нажали на кнопку, вода ушла из бачка. Потом у нас клапан опускается вниз в седло. И для того, чтобы сам вот этот вот клапан сильнее прижался к седлу, чтобы не было течи воды в унитаз, не было вот этих желтых струек, вот этот вот поплавок под действием набора воды поднимается вверх и при помощи системы рычагов давит на этот клапан, который сильнее прижимается к седлу. И, соответственно, течи как таковой не будет. Еще какие варианты бывают? К примеру, если в унитазе появилась желтая такая полоска от воды, в самом седле может быть или песочек попал, или какая-нибудь песчинка, или просто-напросто грязь. Стоит снять вот эту арматуру, протереть здесь аккуратненько, вытереть, чтобы было чисто, и течь также может прекратиться. Еще почему может быть течь в унитаз? К примеру, неплотно или не до конца закрылся клапан. То есть неплотно прилегает к седлу. Почему это может быть? Из-за неправильной регулировки. К примеру, по ошибке, я вот, чтобы вам наглядно было, вот так вот зафиксировали рейку, и клапан полностью не закрывает отверстие. И тоже может быть течь. Вот такие неисправности запорной арматуры могут присутствовать в новом бачке. Ну вот и все. Наверное, я закончу свое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Жду вас на своем канале. Все, всем пока.